Виктор Дурандин. Хотелось бы больше от вас узнать об акварели и акварельной технике. Какие акварели вам нравятся? Кто из современных мастеров акварели вам по душе? Ну, Сбуквич, Альваро Кастаньет, ну и вот этого ряда. Там довольно-таки много мастеров. Те работы, которые я люблю, я выкладываю в Инстаграм на эту страничку Painting the Best. Заходите. Там в основном масло, но есть и акварельные. Какие акварели вам нравятся? Что имеется в виду? Может быть, краски акварели или какие работы акварельные? Да? Ну, если вы спрашиваете, какие акварели вам нравятся о красках, то я пользуюсь такими, которые продаются в магазинах. Невская палитра меня устраивает, хорошие краски. Главное, бумага в акварели. И я экспериментатор, делаю все время какие-то эксперименты с бумагой. А краски, ну, чем дороже, тем лучше. С бумагой можно тоже экспериментировать бесконечно. Я купил 400-граммовую или 300-граммовую, у меня есть разные модификации, Палаццо, известная фирма, катон, хлопковая бумага, очень мне понравилось. Сделал несколько акварелей, в конце ролика я покажу их. И когда бумага хорошая, когда я ее не промачиваю специально, прям по-сухому, едва касаясь кисточкой. Ну, разные техники, конечно, вы можете увидеть по работам, какое касание происходит. Но касание и в акварели, и в масле всегда должно быть разным. Вот это нужно учитывать. Касание с краской, кисточкой к холсту. Причем можно густо набрать краску, но легко коснуться. Тогда происходит такой проскок, и нижний слой просвечивает. Это можно добиваться хороших, интересных эффектов. Таня Пишеванова. Лодки прекрасны. Это о Марине в Беркли. Об этой работе речь. А как вы выстраиваете перспективу? Делаете набросок предварительно точек схода? Нет, я не делаю никаких предварительных набросков. Ну, понятно, что их там две, да, в эту сторону и в левую сторону. Линия горизонта понятно где. Просто, вы знаете, большая практика работы, кстати, с обнаженной моделью, ну и пленеры, естественно, натюрморты, дает ощущение пространства. Вы через какое-то время просто чувствуете, как предмет в нем находится. Вот что называется, кувшин стоит на поверхности, либо он не стоит. Насколько развернут эллипс у этого кувшина, верхняя часть. То есть вы чувствуете пространство прям как скульптор всем собой. И если какой-то диссонанс, это сразу напрягает как бы глаз, и ты исправляешь. Перспектива, как это ни странно для меня, вообще больное место у многих. Поэтому я очень рекомендую посмотреть урок о перспективе, который я сделал специально. Там много примеров. Это урок практический. Вы берете бумагу, карандаши и вместе со мной, глядя на экран, рисуете вот эти схемы, которые предлагаются, чтобы навсегда, раз и навсегда отработать перспективу, к ней не возвращаться, чтобы научиться ее чувствовать. Так что посмотрите анонс. Друзья, я записал очень важный урок, 28-й. Перспектива в пейзаже. Чем он интересен? Тем, что вы берете карандаш и вместе со мной рисуете на примерах простые, сложные перспективные построения, структуру пейзажа. Задача моя очень простая. В этом уроке на 1:40 примеров разных структурных перспективных ситуаций. Их просто нужно порисовать, отработать, чтобы быть как рыба в воде в самых сложных перспективных структурах. Логика. Если понятна логика, я уверен, что порисовав один раз вместе со мной вот все эти изменяющиеся улочки, какие-то кривые лестницы и так далее, один раз будет достаточно, чтобы потом несколькими взмахами кисти наметить эту структуру и писать красками. Просто вы пропитаетесь этой перспективой, не будет никаких проблем с ней. И вы, конечно, понимаете, если художник не видит перспективу или плавает в ней, то какой бы живопись ни была качественной, эти ошибки, на них просто невозможно на такие работы смотреть. Это нужно поправить, сделать это раз и навсегда. Заходите в школу либо по этой ссылке, либо под каждым уроком развернуть меню, и она там есть.
www.korolenkov.art. Уверен, вместе мы покорим самые высокие вершины. Удачи! Светлана Зворыкина, а перед тем, как продолжить писать, надо лаком пройти, можно пройти, домарным пройти, либо головкой чеснока прям протереть работу и писать. Это липкость такая природная, естественный природный лак такой, ну, прием такой. Но если работа не пылилась на чердаке, просто стояла, можно и не проходить. Ну, она же Если вы плов там не жарили рядом с холстом, жир туда не плескался, по крайней мере, из сковородки, то, я думаю, можно и не проходить. Анна Попова, а фиолетовый сами мешаете или какой-то готовый цвет? Есть готовые фиолетовые краски, пробуйте, и мастер-класс тоже есть. Но можно, например, использовать сиреневый хинодрион, или там разные эти хинодрионы есть, и в замесе с ультрамарином, либо с ФЦ, ну, с разными холодными красками, они дают очень интересный, красивый цвет фиолетовый. Вообще с фиолетовым нужно, конечно, всегда быть осторожным. Почему осторожным? Потому что в природе, вот если посмотреть, если мы пишем пейзаж, все очень сдержанно, даже если вам где-то видится прям фиолетовость, но она все равно через какую-то краску, через какой-то замес сложный. Поэтому не переусердствуйте с открытыми такими фиолетовыми цветами, или с ФЦ, или с зеленой ФЦ. Ну, в общем, аккуратнее, деликатнее. Алекс 2 Сандер, 2 уже. Вячеслав, я когда пишу, то так погружаюсь в процесс, что не могу ничего замечать вокруг. И время прям пролетает незаметно, а вы. И мы, Александр. Но это же как наслаждение. Ну, например, если есть хороший напиток, ну, какой? Ну, чай, например, такой с бергамотом. Или какой-то вот с мудреными вставками такой. Ты же пьешь, и, я не знаю, рюмка за рюмкой. И беседа, если хорошая, и закуска, вот это, я имею в виду, бутерброды с рыбой, с икрой. То можно до утра просидеть в хорошей компании. Или, например, секс. Это же живопись, я только с этим могу сравнить. С музыкой, с поэзией и, конечно же, вот с сексом. Разве ты смотришь на часы? Как даже уже 3 часа прошло. Не смотришь же. Кажется, что 2 всего прошло. Время и пространство — неуловимые величины. Они могут сужаться, да, и растягиваться. То есть все зависит от тотальности, нашей тотальности восприятия и погруженности, как вы правильно говорите. Это изумительное ощущение. Собственно, его-то и ловит зритель. Вот это ощущение, что для художника в этом холсте, в этой работе остановилось время. Оно как будто бы даже зритель может у холста проводить часами, часы. Я когда первый раз живьем увидел работу, ну, Фешина, «Индианка с младенцем», ее привозили. Но это я в Строгановке учился, это какие-то 90-е годы, может, 92-й, 3-й. Привозили в ЦДХ, там было 2 работы, натюрморт и вот эта «Индианка». Вы не поверите, я приходил каждый день. Там была лавочка еще. Я садился, меня перехватывало дыхание, потому что вот эта живопись, когда ты не можешь, вот времени нет, ты не можешь ничего понять, как это сделано, ты под таким впечатлением, что глаз твой рассматривает, гуляет по холсту туда-сюда, туда-сюда, все взрывается мозги, ты находишься в каком-то экстазе, эйфории. Но вот как надо писать. К этому нужно идти. Какое тут время? А как он писал эту работу? Разве вы думаете, он смотрел на часы? Так, хватит уже все, уже лимит исчерпан, мне нужно следующую, заказчики ждут. Нет. Такого не было, я уверен. Это все на одном дыхании делается. Евгения Иванова. Большую роль в вашей технике живописи играет тянущий грунт. Это да. Но когда вы остатки краски с палитры используете для нанесения на холст имприматуры, я прям мастихином мажу, тянущее свойство, наверное, пропадает, но немного пропадает. Краска высыхает и уже не впитывает в масло грунт
Значит ли это, что по имприматуре писать уже не так хорошо? Да нормально. Конечно, по белому холсту, кстати, тот же Фешин любил белый холст. Во-первых, краска имеет звучание полное такое, полноцветное, потому что белая подкладка работает. Если ту же краску положить на черную или какую-то густой цвет, она не будет просвечивать, не будет. Вот этот белый холст. Поэтому, конечно, на белом холсте писать сразу, и это, конечно, лучше, безусловно. Но я пробую, мне нравятся эксперименты, с имприматурой тоже. Кстати, можно это делать жиденько. Окунул кисточку, ну, я не знаю, в растворитель, и жиденько заимприматурил. Тогда будет, я думаю, тянущий слой, ну, тянущие свойства тянущего грунта лучше использованы. Но это надо пробовать. По крайней мере, я не замечал такой особенной разницы, если жидко заимприматурить. Светлана Зворыкина недавно написала, что «а где ссылки на видео, которые ты в конце ролика рекомендуешь?» Так появляется прямо окошечко в самом конце вот этой заставки, где я иду там с этюдником, пишу картину в этом самом, в Серебряном Бару, и появляется вот это окошечко такое, там на ней написан текст, и прямо на него жмите, это и есть прямая ссылка, прямой баннер, который приводит, тыкая на который приводит на видео следующее. Я вам рекомендую сейчас посмотреть после этого ролика видео, которое я снял в Музее импрессионизма, где была выставка Фешина. Очень ценная вещь. Вот всегда хочется посмотреть, как будто по-новому смотришь на его работы. У него такая живопись, что устать невозможно. Ты все время открываешь и открываешь что-то новое для себя.